Раздаем наше богатство. Что Ганпат Бай, видите, показывает, как его дочки переоделись в пожилых женщин, какую-то сценку разыгрывает. Прикольно. Значит, друзья, уже сегодня занесут к нам в комнату, в спальню наши кровати, шифонер, ну и, соответственно, нужно освобождать место, избавляться от старого. И я очень рада, что Ганпат Бай согласился забрать вот матрас. Ну, на самом деле, да, он достаточно неплохой, и жалко было бы его выбрасывать. У нас то, что выбрасывается, это просто лежит очень долго на улице, под дождем, мокнет, потому что ну, у нас такие вот вещи не сильно быстро забирает. Господи. У них дом большой, пригодится. Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индии». Пожалуйста, сильно не обращайте внимания на мой внешний вид, на внешний вид Парама, потому что некогда себя приводить в порядок, но кое-что хочется вам показать с утра. Процесс. Разбирают сейчас нашу мебель старую. Господи, я поражена, что кто-то еще на эту рухлядь позарился. Боже мой, ну я, конечно же, рада, что кому-то это пригодится, но я думала, что разве что, я не знаю, там воду нагревать на дрова. Ну, может быть, знаете, мастер, человек, который имеет опыт в строительстве, сможет из этого что-то создать новое, отремонтировать. Да, пора. Вот, первую кровать занесли. Я подготовила здесь, помыла, пол был ужасно грязным. Под той огромной кроватью, ну, там же невозможно подлезть. Господи, чего там только не оказалось. Много чего нашла, Артур будет рад. Там вот я на подоконнике сложила мячики, ну, в общем, то, что он давно искал. Это, наверное, моя. Ну, не знаю, мы решим с Артуром. Так, стол будет посередине, вот так. Теперь, дай бог, влезет. Ну, влезет по-любому. Мы, ну, как, просчитывали. Я думаю, что форс... А, там еще надо помыть сейчас. Господи, давай бегом. Выключаюсь. Ой, Господи. Ну, возмущаюсь, говорю, зачем новый стул даешь? Там Апарам говорит, а там же клеенка. Я говорю, ну вдруг прорвут. Ну, в общем, он подстелил коврик. В общем, друзья, вы видите, устанавливают нам новый шкаф. Помните, какой был старый? Старый был ниже намного. И сверху было навалено куча вещей, сумки, рюкзаки. А сейчас уже все будет сложено в ящичке. Сегодня такой тяжелый день, ребята. Ну, я, конечно же, все не могу снимать. Все пока вывалила на клеенку. Всю одежду из предыдущего шкафа. Так что еще мне предстоит сегодня сортировать. Итак, у нас уже 3 часа дня, уже почти вечер. И вот Ганпат Бай опять пришел к нам, зашел после работы и не один. Узнаете, это Сангита. Вон еще какая-то девушка. Скорее всего, они из одной деревни. Но я ее раньше не видела. Проходите, проходите. У нас сегодня проходной двор, так что я ничему не удивляюсь. Я уже немного успокоилась, смирилась с этим. Так, ой, и вы, а вы выходите. Папа Вигнеша и Намиша. Сказал, что проблемы у нас большие со стеной. Друзья, вот это вот то, что мы купоросом помазали, оно отслаивается. В общем, очень хорошо, что мы передумали эти панели приклеивать. Короче, не знаю, что будет, но как-то надо тщательно этот вопрос обдумать и решить его. Так вот, что я хотела по поводу одежды еще хотела вам рассказать. Да, у меня очень много одежды, но, как и у многих женщин, а носить нечего. Вот, и половину одежды я хочу отсортировать. Сейчас я угощу бананами и отдать, да, нуждающимся. Я думаю, что многие будут рады получить. Там и детская одежда, и
мужская и женская. И я говорю, Парам, спроси у Ганпатбая, может быть, он знает, как решить проблему с этой стеной. А Парам мне сказал, так он же сам, он строил этот дом. Основа лежала на нем, вот на Сангите, ну вы помните, да, когда мы только начинали, кирпичи кладут именно вот эти вот ребята. И что-то они там, значит, неправильно сделали, что такая вот у нас проблема возникла с этой стеной. Постоянно влажность, стена плача. Вот, но видите, вот забирают части от кровати и от шкафа. Вот так вот на голове они понесут, представьте себе, вниз. С горы будут спускаться. Это очень долго. Сколько? Час? Я спрашивала. Ну, это у них получается час. У меня бы намного дольше по времени это затянуло. Плюс еще сейчас в любой момент может дождь пойти. Но он уже был сегодня дождь, что по-любому там скользкие дорожки. Вот это да. Так что если вы жалуетесь на жизнь, подумайте об этих. Так этот парень всегда улыбается на камеру. Очень симпатичный, милый. Но вот голос у него, не знаю, слышали вы или нет, какой-то необычный голос, не совсем как мужской. Вот это, ну посмотрите, какая рухлядь. Вот что они из этого будут делать? Ну, может быть, там основа хорошая, может быть, действительно, если обклеить новыми этими, ламинировать заново, может быть, будет из этого конфетка. Пришли на рынок, покупаем овощи. Немножечко по ценам вам расскажу. Значит, что почем у нас на сегодняшний день. Лук килограмм 35 рупий. Картошка, Парам, потейто 30 рупий, 30 рупий килограмм. Ну, вшивенькая картошка. Мне кажется, она давно здесь уже лежит, может, никто ее не покупает, и видно, что ее уже кто-то подъел немного. Ну, нормально, мы повыбирали. Значит, дальше. Помидорчики 40 рупий килограмм. Я говорю, а какой сейчас овощ, как сезон? Сезон какого овоща? Парам, what season now? Now this and cauliflower. А, ну, мы такое не едим. 100 рупий килограмм. Стручки. Ну, что там Бог послал? Огурчик? И другие обезьяны хотели отнять у нее добычу. По фруктам. Сезон манго уже заканчивается. Арбузы. Сезон. Вот какие вот манго здесь у нас продаются. Но эти будут еще долго продаваться. Чем-то они напоминают женскую грудь. Яблоки мы уже давно не покупаем, потому что они, ну, вот они как сейчас, как пенопласт. На яблоки сейчас не сезон, а цена высокая. Это чико. Похоже, да, на картошку. Кажется, что это картошка, но на самом деле это очень-очень сладкий приторный фрукт. Я не очень люблю. Мы редко покупаем. Готовлю на обед бинди сабджи, жарю окру. И раньше для того, чтобы избавиться от слизи, мне приходилось очень долго обжаривать. Ну, это меня так Парам научила. И действительно, там минут через 10 обжарки, когда они там уже становились коричневатыми, действительно слизь пропадала. Ну, вот мне в комментариях одна девушка посоветовала, да я сейчас добавлю уже зажарку сюда, посоветовала добавлять лимонный сок. И вот, собственно, я уже это сделала. Надо было раньше снимать на видео. Ну, ладно, значит, уже несколько раз я экспериментировала, использовала этот новый способ. И действительно помогает. После того, как я добавляю лимонный сок, буквально через минуту, через полторы слизь пропадает. Действительно, дельный совет. И не нужно прям так сильно обжаривать. То есть получается, что овощ сохраняет больше витаминов. Так что спасибо большое нашей зрительнице. Она написала, что так делают в Турции. Вот. Так что это турецкий рецепт. Все, ладно. А то сейчас уже пережарю. Добавляю дальше вот зажарку, потом перемешиваю, специи добавляю, и все, блюдо будет готово. Итак, мои дорогие зрители, у нас уже следующий день, причем время послеобеденное, и только сейчас я нашла возможность выйти на улицу, выйти
прогуляться, отдышаться немножечко, отдохнуть или хотя бы отвлечься от всего этого ужаса. Фу. Действительно, я очень сильно устала. Видите, я плакала. Сейчас расскажу, по каким причинам я плакала. Значит, мебель установили, правда, еще не всю, шкаф и 2 кровати. Мы уже спали на новом месте, но не все так, как бы мне хотелось. Значит, изначально Парам договаривался с мебельщиками, чтобы они все сделали идеально. Он сказал, что, говорит, даже лучше, чем для отеля. Вот, кстати, да, обращаю внимание на наших котиков. Пока я не дома, они к соседу в гости пришли. Маркиза, Умка. Вот. Парам сказал им об этом, но пошел дождь. Вот эти вот все дни, когда они занимались именно мебелью для нас, лил дождь. И в итоге внутри шкафа там клеем намазано, какие-то пятна. Такое впечатление даже, ну я думаю, при чем здесь дождь, что там даже вот как следы, как будто бы кто-то прошелся по этой дверце. И когда они вот это устанавливали, все, Парам в этот момент, ну, в это время он был в городе. И они этим долго очень занимались, значит, туда-сюда ходили, ну, вы видели, примерно вы поняли ситуацию. Значит, и потом они в очередной раз вышли, я думала, что сейчас зайдут, нет, не зашли. Подхожу, смотрю, ну, вроде бы, да, там все уже как привинтили, прикрутили, но оставили его грязным. То есть я вообще думала, что это в их компетенции должно было быть убрать все вот эти вот клеи, все это оттереть, но нет. Этим всем занималась я вчера. Ну и вообще, в принципе, я же говорю, что сделали не идеально. Я все прекрасно понимаю, да, вот когда я покупала, скажем, бэушную мебель и какие-то там нюансы, я на них не обращала столь большого внимания, но когда ты покупаешь новое, то, естественно, да, ожидаешь, что это будет действительно идеальным. Но нет, к сожалению, это не произошло. Мне Парам говорит, что Наташа, это твоя карма. Говорит, почему вот тебе все время не везет? Вот почему, да, вот когда то дело, я, говорит, я все время хочу для тебя сделать как лучше, но вот постоянно какие-то возникают препятствия. С этой квартирой в Гоа тоже, вот говорит, что вроде бы как все должно было быть идеально, но вот там задерживают. Ну и говорит, постоянно какие-то проблемы у тебя. И что я его тоже, можно сказать, как тяну за собой. Так, и еще дальше жалуюсь. Значит, вчера целый день, ну вообще, в принципе, каждый день в Индии здесь приходится протирать пол, протирать пыль. Этим я занимаюсь каждый день. Но так, когда в обычное время не так все грязно, естественно, да, это не так, в принципе, тяжело. Я насчет этого не жалуюсь. Но вот эти вот дни, когда ремонт, протираешь пол, на корячках лазишь по 10 раз в день и вымываешь в 10 водах со всеми вот этими антисептиками. Ну, в общем, в итоге потом еще перебирала одежду целый день вчера, сегодня. И в итоге у меня разболелась поясница. Ну, вроде бы как у меня канал еще не доросла до того возраста, чтобы про болячки свои рассказывать. Ну, ладно. Значит, ну, у меня вообще, в принципе, поясница часто болит. У меня это сколиоз, скорее всего, в этом причина. А тут вообще до такой степени разболелась спина, что я ночью не могла даже в туалет нормально встать. Ну, не могла согнуться, разогнуться. Сейчас вроде бы как более или менее полегчало. Чуть позже я вам покажу, что в итоге получилось, как на сегодняшний момент выглядит наша спальня. Вот. А сейчас Артур занят, видите, участвует в спортивном соревновании по перетягиванию каната. Так вот, сегодня, ребята, без одного дня, 2 недели, как Артур живет без телефона. Помните, я рассказывала, что Артур сам вызвался поучаствовать в этом челлендже, прожить месяц без телефона и за это получить денежное вознаграждение. Артур, отвлекись, пожалуйста, сынок. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как тебе живется без телефона. Сложно, не сложно? Чем ты занимаешься? Не сложно. Ну, чем ты занимаешься в свободное время? А?
Чем угодно. Снимаю видео какие-то. Много чего, короче. Ну да, вот сегодня он снимал видео на фотоаппарат. У него есть фотоаппарат, который ему Элла подарила 3 года назад. И там можно и фотографировать, причем под водой тоже можно видео снимать. И он животных фотографирует. Ну, короче, развлечений в принципе много. Действительно, я не вижу, чтобы Артур страдал без телефона. Единственное, что, да, вот я уточню для наших зрителей, я разрешаю, ну, мы считаем, что это нормально, он слушает музыку. Я, в принципе, тоже, да, у нас нет там магнитофона какого-то, мы слушаем музыку с телефона. Вот, так что и он слушает то, что ему нравится, я часто слушаю то, что мне нравится. И что еще? Один раз у нас было в прошлую субботу, мы вместе с Артуром, вдвоем посмотрели в пятницу, получается, суббота у нас выходной, можно отоспаться, и мы посмотрели вместе фильм. Артур, как назывался фильм, который мы посмотрели? Посейдон. Фильм «Посейдон». Ну, что-то вроде «Титаника». Вот, и мы, да, вот такой вот киносеанс устроили. Мы раньше периодически такое устраиваем по пятницам и решили не пропускать. Вот, ну а так все, больше никаких поползновений к телефону у него не было. Стал кушать без телефона. И, кстати, мне кажется, даже у него сейчас аппетит лучше стал. Раньше он, ну, вот у него больше всего мне не нравилась его зависимость в том, что он, когда ел, всегда вот ему нужно было телефон, и так он старался подольше поесть, чтобы, соответственно, подольше посмотреть. А сейчас так сел, поел и пошел делами заниматься. Итак, внимание, ту-ду-ду-ду, барабанная дробь. Друзья, оцените нашу спальню. Вот шкаф огромный. Сверху ничего не лежит. Это еще, кстати, не конечный вариант, поэтому, ну да, так оцените, но представьте себе, что здесь еще будут покрашены стены. Здесь на месте этого кресла будет стоять зеркало. Что еще? Завтра же поедем покупать постельные пледы. Постельная специальная под размер этих кроватей. Я пока, видите, Артуру застелила. Это Артуркина кровать. Артуру застелила постель, которую мне Бавин подарил на день рождения. Вот, ну и еще много чего я хочу. Я вообще, знаете, что подумала, что может быть действительно обои немножечко вот здесь хотя бы внизу поклеить. Мне кажется, будет неплохо, а то как-то рядом со стеной спать неуютно. Вот это вот Артур повесил гирлянду. Очень уютно. Уют создает. Я вот, кстати, испекла сегодня пирог. Уже попробовала. И Парам, и Артур попробовали. Но это я здесь поставила. Это сейчас будем есть за столом на кухне. Это я так как решила уют создать. Вот. Перебрали все в шкафу. Ой, господи, не в шкафу, в столе у Артура. Кучу всего повыбрасывали. Но я перебирала, а Артур оценивал, что выбрасывать, что дарить кому-то, что оставлять. Вот, ну вот как-то так. В принципе, мне нравится. Ну все, мои дорогие зрители, на этом заканчиваю свое короткое видео. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч, а мы пошли кушать и спать. Пока-пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.